Стоит нам приблизиться к мероприятиям каким-то массовым, каким-то памятным датам, короче, к событиям, которые могут вывести на улицу много людей. Тут же появляется СБУ, как чертик из табакерки, и предупреждает: аккуратнее, аккуратнее. Все эти массовые мероприятия могут быть использованы и используются российскими спецслужбами для дестабилизации суперстабильной украинской ситуации. И вот сегодня начальник аппарата Службы безопасности Украины как раз таки рассказывал о всяких разностях. І що ми називаємо інформаційно-психологічною агресією проти нашої держави. Информационно-психологическая агрессия против государства Украины. Далее он объясняет, но не забывает сказать при этом, что мы подвергаемся кибератакам наравне с нашими европейскими партнерами. Це підтверджують і наші колеги з НАТО, Євросоюзу. Действительно, на самом деле сообщения о кибератаках ширятся. Стоит кому-то пролететь мимо праймерис или там просто не получить какую-то должность, сразу же сообщает о том, что ему помешали не то, что у него, что мешает плохим танцорам, а кибератаки. Ви, мабуть, бачили у пресі повідомлення про такі атаки на території Великобританії, Франції та інших країн. Далее чиновник рассказывает, что они делятся такой информацией и проводят даже совместные спецоперации со странами НАТО. Хотелось бы узнать, с какими и какие. Ми ділимося цією інформацією і ми проводимо спільні операції з нашими колегами, партнерами із спецслужб та правоохоронних органів країн НАТО, Євросоюзу. Если имеется в виду тесное сотрудничество, это когда Грицак предотвратил 30 или 300 терактов во Франции, то вылилось это в ничто. Другие хотелось бы услышать, но я думаю, никто не скажет. Здесь приводится пример 2016 года. Як один із прикладів можу привести атаки, які відбулися у грудні 2016 року, безпосередньо проти державної фінансової системи України. Действительно, была такая атака, они узнали уже постфактум, но там есть интересности в этой атаке. Атакован был Минфин, этому предшествовали серьезные непонятки в Верховной Раде, потому что там, суть не в этом. Смотрите, появилось на главной странице вот такое вот сообщение: «Привет, друг, мы снова здесь, битва начата, но до конца войны еще далеко. Да пребудет с тобой сила» и все такое прочее. Никто от этих атак не пострадал, зато было крайне оперативно выделено 80 миллионов гривен для восстановления и повышения надежности функционирования сайтов. Атака заблокировала платежи на время. Сказать, что она нанесла какой-то существенный материальный урон, нельзя. И этого никто не отрицает, что она ничего особо там они не сделали. Они не снесли там какие-то базы данных или там... Нет, они просто развесили высказывания из одного художественного фильма на главной. Похулиганили. Хулиганство закончилось выделением из бюджета 80 миллионов гривен. Класу вірусів, які входять до такої родини Black Energy. Конечно, если этот вирус, который атаковал Минфин, входит в семью вирусов Black Energy, что дословно переводится как «Владимир Владимирович до тебя доберется», тогда понятно, что это россияне все сделали. Далее он рассказывает про интернет здорового человека. В нормальному цивілізованому світі новини, мережа інтернет використовується для того, щоб поширювати новини, для того, щоб спілкуватися. А украинские СМИ? Нет, такого он не скажет, конечно же. А у россиян это интернет больного человека, и он используется для распространения дезинформации. В російській інтерпретації інтернет існує для того, щоб поширювати брехливу інформацію, здійснювати інформаційно-психологічний вплив, поширювати дезінформацію. У россиян интернет больного человека. А далее он рассказывает про некого Сергея Жука. И он рассказывает, что это доктор Зло, который администрирует множество антиукраинских групп. Із залученням цього росіянина були створені профілі вигаданих осіб у соціальних мережах: Микола Гайдук та Степан Мазура. Это Жук сделал эти профили. Мазура, Гайдук. Маскуючись патріотом України, Сергій Жук тривалий час намагається, користуючись довірою наших громадян, намагається спровокувати масові заворушення. С чего взяли, что это Сергей Жук, известный сепаратистам под позывным «Москва»? Давайте разберемся.
Сейчас на Укринформе появилась информация, когда улягутся колорады, аккаунты Майдан 3 снова трясет. В общем, здесь рассказывается о том, что в прошлом году они провели некое расследование и выяснили, что вот эти вот все группы администрируются московскими проходимцами. Заходим на это расследование 2016 года. Нас здесь кое-что заинтересует. Вот, как проведено расследование. Жук имперского интернет-гноя. Прикольно. Мой новый знакомый первый сообщил мне, что под профилем Степан Мазур скрывается реальное лицо Сергей Жук, родом из Донбасса. Ну, уже как бы авторитетное мнение, что знакомый рассказал. Но, там, смышленый мальчонка, бла-бла-бла, это все не факты. А вот тут вот попер уже фактаж. 1,5 месяца друзья Укринформа, патриоты Украины, а также оппоненты и враги Жука изучали его профили какие-то. И что же они накопали эти? Вот. IP-адреса, что он заходит из Москвы в свой профиль. И вот скрин. Видите? Действительно, сегодня заходил так-то, так-то, заходит из России. Компьютер сам указывает, где сидит его хозяин. Совершенно верно. Вот что меня здесь смутило? Меня не смутило то, что надписи на украинском языке. То есть, что ВКонтакте сообщает о том, куда заходил сепаратист Жук на украинском языке. Меня не это смутило. Меня смутило другое. Для того, чтобы увидеть вот это вот, куда заходил, надо сидеть в профиле Сергея Жука. Если патриоты сидели в профиле Сергея Жука, почему они не снесли все группы, почему они не выложили его сепаратистские переписки и так далее, почему они его не удалили, не самозабанили в конце-то концов. Это что, это такая шутка? И снести эту власть, и закидать ее этими бутылками, и идти в правительственные кварталы. То есть это было абсолютно четкое и очень системное приглашение к насилию. Ну да, это, кстати, такое я уже слышал в 2014 году, но суть не в этом. Вот именно эта журналистка и разоблачила этого Сергея Жука. Каким образом? Она повторяет опять-таки про эти заходы с IP. Я получила сканы его браузеров, где было ясно, что один раз он заходил из Петербурга, второй раз из Москвы, третий раз из Подмосковья. То есть это было уже фактически техническое подтверждение тех вещей, которые лежали на поверхности. Постойте, постойте. Вот в этом и заключается суть расследования. Получила скрины того, как, с каких браузеров там и с каких мест заходил Сергей Жук. И скрины сделал, по всей видимости, сам Сергей Жук для того, чтобы продемонстрировать украинской журналистке, откуда же он заходит в свой аккаунт. Іначе їх не сделать. Патріоти України, Українська революція, всі на Майдан, продовження Революції Гідності, Майдан 3, ми патріоти України. Это он перечислил группы, которые модерируются из Москвы. Всі ці соціальні мережі адмініструються з території Російської Федерації, саме цією особою. Опять-таки вездесущим Жуком. Далее он рассказывает, что они поняли, что это все, все нечисто, потому что есть специальные боты, которые разгоняют информацию. Використання саме спеціальних технологій та ботів для розкрутки цієї інформації в мережі інтернет, штучного масового поширення цієї інформації. Вот как сегодня разгоняется информация про Сергея Жука, который администрирует сепаратистские группы. Путинский террорист Сергей Жук. А кто их разгоняет? Какие авторитетные люди. Столько лайков. Країна патріотів. Увага. Смотрите-ка. Стало ведомо. Путинский тра-та-та. Тоже. Очень серьезная группа. Следующий. Степан Мазура. Тра-та-та. Ой-ой-ой. Ну тут побольше. 10 лайков. Дальше. Правило справжнього громадянина. Ніколи не грати проти своєї держави. Так, 13 лайков. Далее что у нас? Сергій Сергієнко якийсь. 2 лайка. Разгоняется людьми, у которых в подписчиках 3 калеки. Історія та сучасність. Україна, світ, АТО. Правило справжнього патріота. 33, смотрите-ка. Інформаційні війська України. Сергей Жук. Помни, вот мнение аналитика, прогнозы события. Помни, товарищ, смотри, это все стоит Путин за всеми этими группами, которые говорят, выходите на Майдан. Ватные истории. 1 лайк. Кацапам тра-та-та. Антивата. 2 лайка. Украина эпоха киборгів. 1 лайк. Ну и все в таком стиле. Я так понимаю, он вот это вот имел в виду? Вот это вот расшаривание информации левыми всякими группами.
Ну, да? Будь-яка людина в Україні користується свободою слова, вона може казати все те, що вона бажає. Хорошая шутейка, дружище. Ну, дальше он говорит, если бы мы могли выключить из розетки, чтобы телевизор погас, то мы бы давно это сделали. Не мои слова, его. Насправді тут немає такого простого рішення. От ми захотіли і виделку висмикнули із мережі, і все пропало, телевізор виключився. На жаль, якби це можна було так зробити легко, ми б це вже давно зробили. Вопросы от профессиональных украинских журналистов. Первое. Как распознать, что этот пост антиукраинский? По яким критеріям, будь ласка, можна знати, що цей пост антиукраїнський? Но я бы на его месте тоже бы отечески ухмыльнулся. Вчора в Слов'янській гімназії розповівся скандал, не буду його переповідати. Скажіть, будь ласка, чи можна за такі, це теж були пости, це теж був скандал в соцмережах, чи можна за таке карати? Можно ли за такое карать? И она как раз говорит про скандал, который разыгрался в Славянском лицее. Это мое предыдущее видео. Можно ли за такое карать? Нормальный журналистский вопрос. За розміщення, коли одні говорять, потрібно здавати гроші на АТО, бійцям АТО, а інші виступають категорично проти. Чи можуть бути тут якісь покарання? Если кто-то выступает против сбора денег на АТО, может ли быть здесь какое-то наказание? Журналистский вопрос. Ви маєте на увазі яке покарання? Кримінальне, моральне, адміністративне? І адміністративне, і кримінальне. Я хочу від вас почути, чи може за таке карання? Смешно. Административное и уголовное наказание за то, что люди отказываются сбрасываться на АТО. Браво, браво, украинская журналистика. У меня была открыта группа «Украинская революция», по-моему, или «Революция ЮА», как раз когда я делал это видео. Я не знаю по каким причинам, но группа исчезла. Группа самоудалилась. Или самоудалилась, или ее наконец-то снесли. Потребовалось всего одно выступление руководителя аппарата Службы безопасности Украины. Странно, да? Ну, то такое. Пока.